Получайте 10% годовых по накопительному Альфа-счету. Самая высокая ставка в России. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Всем привет! Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Квадро на прежнем месте, и передвижной подъемник стал стационарным. Почему так случилось, можно узнать из новостей на странице Boosty. С подъемником будет намного удобнее работать над машиной, а именно отрегулировать и доработать подвеску. Как бы я ни старался, но скорее всего придется делать кастомные рычаги, так как Квадро очень широкая, и после теста мне не понравилось, как она рулится с проставками на передних колесах. Но это будет в будущем, сейчас я хочу продолжить делать салон. В целом, хоть авто и недоделано, снаружи выглядит неплохо, но все портит недоделанный салон, не хватает обшивок порогов, задней полки и потолка. Сейчас это нужно исправить и сделать недостающие элементы. Перед тем, как начать работу, механизмы дверей закрыл пленкой, пачкать смолой их никак нельзя. В ходе работы сверяться буду с 3D-моделью салона оригинальной Квадры. Начну работу с задней полки, буду делать ее из квадратной трубы. Можно сказать, это начальная точка, от которой пойдет дальнейшая обшивка салона. После сварки каркаса задней полки покрасил ее и, подумав, решил обшить 6-мм фанерой. Так как мне нужно ровное прочное основание, а еще чтобы к нему можно было легко прикрутить будущие элементы салона. Прикручивать фанеру к каркасу было неудобно, так как мешался стеклопластик в проеме заднего стекла. До сих пор я его оттуда не вырезал, сейчас нужно это сделать. Взял сабельную пилу и прошелся ей по контуру будущего стекла. Неспроста пилить было так тяжело, порой стеклопластик доходил до 1 см. Докрутил фанеру уже через проем заднего стекла. Все элементы салона сделаю также из каркаса, но теперь вместо трубы будет использоваться мягкая проволока диаметром 6 мм. Ее нужно предварительно выпрямить в прутки. Приварил к прутку уголок, через него он будет прикручен к ранее сделанной полке. Начну изготовление обшивки с обрамления заднего стекла. Симметричность каркаса проверял таким инструментом. Основание готово, можно приваривать к нему следующие элементы каркаса. Вообще разделил обшивку на две группы. Первая — это несъемная, такую, которую делаю сейчас. Грубо говоря, это недостающие части кузова, которые сложно было сделать в общую матрицу. Вторая группа — это съемная обшивка, как, например, торпеда или подлокотник. Это нужно для размещения в них проводки или ремонта. Также решил вырезать боковые окна, перед этим сделал за ними проволочный каркас. Специально сделал рамку уже проема, чтобы стеклу было на чем лежать. Далее нужно сделать каркас на потолке, чтобы скрыть выступающие элементы. Центральную часть трогать не буду, так как она ровная, и я люблю, чтобы было достаточно места над головой. С задней частью я закончил, продолжу делать каркас на передних стойках. Сделал его широким, чтобы закрыть стойки донора.
После этого сделал съемные элементы на стойках. В игровой модели левой накладки не хватает, но в реальной жизни решил ее сделать. С потолком и стойками я закончил, на это ушло 30 метров проволоки. Теперь нужно сделать центральную консоль-подлокотник, а также часть порога, который усложнит и так сложную посадку в салон. Хотя за это время, пока делал элементы салона, я уже привык, и делаю это легко без проблем. Ручник нужно будет скорее всего перенести или сделать на него электропривод. Над консолью между сиденьями находится элемент продолжения подлокотника. Хочу сделать его на петлях для доступа к коробкам с электроникой дверей. Подвижный механизм дверей тоже нужно прикрыть, пока только наполовину, в районе руки. Позже будет ясно, закрыть его полностью или оставить как есть. Каркас накладки нужно собирать при закрытой двери, чтобы она не мешала закрытию в будущем. Получайте 10% годовых по накопительному Альфа-счету. Самая высокая ставка в России. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Порог получился тоже непростым, в нем очень много углов и граней. Сделай 6 точек крепления, так как при посадке в авто его постоянно задеваешь задней точкой. Наконец-то проволочный каркас элементов салона собран. Также с помощью каркаса добавил к сиденьям обрезанную верхнюю часть. Изначально на бумаге выглядело все просто, по факту на это ушло очень много времени из-за огромного количества перемычек. На весь каркас ушло 90 метров проволоки. Теперь все съемные элементы нужно снять для обтяжки их тканью. Обтягивать буду, как и всегда, лайкрой, которая осталась у меня от торпеды. Для склеивания очень удобно использовать клей с активатором. Сначала клей наносится на лайкру, пальцем нужно помочь ему пропитаться в ткань и нанести активатор. Пока еще не нашел лучший способ, чем обрезать ткань нагретым ножом. Таким образом нужно обтянуть все съемные элементы. Лайкры немного не хватило, и я обтянул остальные элементы трикотажной тканью. Для легких элементов нормально, но для обтяжки сложных изгибов, как на порогах, она не подойдет. Съемные элементы обтянуты, теперь нужно обтянуть потолок и остальной несъемный каркас. Для этого я приобрел еще лайкры. Начал оклейку с передних стоек. И если бы я знал раньше, что так сложно будет обтягивать несъемный каркас, сделал бы все элементы съемными. Немного не рассчитал ткани, и пришлось натягивать ее до предела. Остатки ткани заправлял под элементы кузова. Примерил на свое место съемный элемент обшивки стойки. Стойка получилась гораздо шире оригинала, но и в таком исполнении выглядит неплохо.
Далее продолжил работу с задними стойками крыши, переходящими в форточки. Жаль было выкидывать обрезки серой лайкры, пустил их тоже в дело. Крышу было обтягивать легко, просто один большой прямоугольник ткани. Осталось обтянуть подголовники. Теперь хочу посмотреть, как это все выглядит в сборе. Для этого установил все элементы в салон. Вот теперь это уже выглядит хорошо, спрятались силовые элементы кузова, в салоне Quadra стало намного уютнее. Далее всю ткань нужно пропитать смолой и усилить стеклопластиком. Это я уже сделаю в следующей части, либо за кадром. Чтобы не пропустить, обязательно подписывайся на канал и жми на колокольчик. Также буду благодарен за лайк, репост и комментарий. Увидимся в следующей части.